В современном IT-мире роль менеджера по продукту приобретает стратегическое значение. Он систематизирует задачи, анализирует метрики и координирует работу кроссфункциональной команды. Иногда кажется, что продакт-менеджеры вообще делают все и сразу, строят стратегию, общаются с разработчиками, следят за ростом показателей и даже тестируют гипотезы. Но кто они на самом деле? Давайте разбираться. И первый вопрос, который важно обсудить, это что же такое продукт? В обычной жизни продукт – это любая вещь или услуга, которая помогает нам решить какую-то проблему или потребность. Покупаете хлеб, чтобы не остаться голодным? Хлеб – это продукт. Покупаете билет в кино, потому что хотите отдохнуть и развлечься? Снова продукт. Ведро краски, машина – это все продукты. Переходим в IT. Тут продуктом часто называют приложение, сервис или онлайн-платформу. Программу, другими словами. Например, банковское приложение, прошивку для камеры или сервис отправки e-mail маркетологам. Это все продукты. Какие-то проще, а какие-то тяжелее. А теперь главный вопрос. А кто стоит за всем этим и двигает продукт вперед? Ответ, как вы уже поняли, менеджер по продукту. Или продакт-менеджер, или руководитель направления. В разных компаниях это называется по-разному. Это тот сотрудник, который отвечает за создание, развитие и успех продукта. Можно представить его как человек, который смотрит на продукт с высоты птичьего полета. Он видит общую картину, что нужно пользователям, как устроен рынок, каковы технические возможности. При этом он не обязан быть экспертом во всех сферах сразу, вроде разработки или маркетинга. Скорее, продакт – это такое связующее звено, которое объединяет разные отделы – программистов, дизайнеров, аналитиков, специалистов по продвижению и вместе с ними создает новую ценность или решает проблему. Еще один важный момент. Продакт-менеджер не просто сидит на стуле и выдает указания. Он постоянно в центре событий и общается с людьми. С одной стороны общения его клиенты – это пользователи, так что нужно чутко слышать их мнение, запросы, отзывы. С другой стороны есть топ-бизнес и менеджмент, который требует определенную прибыль и реализацию стратегических целей. А между ними целая команда разработки и другие специалисты, за которых нужно отвечать. И главное тут не разорваться. Давайте представим, как выглядит один день продакт-менеджера. Это поможет лучше понять, как он работает и взаимодействует с разными участниками процесса, командой, отделами и с самой компанией. Представим, что речь идет о веб-разработке, и мы создаем, например, огромный онлайн-магазин. Утро, как у любого человека, начинается с чашки крепкого кофе и быстрого просмотра статистики. Продакт-менеджер открывает внутренние отчеты, изучает, какие функции онлайн-магазина пользуются спросом, а где пользователи сталкиваются с трудностями. Например, если заранее поступают письма с негативными комментариями или отзывами, это сигнал к тому, чтобы проанализировать ситуацию и решить, стоит ли сделать кнопку «Оформить заказ» более заметной или поменять ее расположение. Затем следует встреча с командой. Собираются дизайнеры, разработчики, аналитики, начинается обсуждение проблем и задач на день. Обсуждают, что не получилось за предыдущий день и планируют, как двигаться дальше. После командной встречи наступает время для встреч с представителями бизнеса. Например, на еженедельной планерке отдел продаж озвучивает задачу привлечения новых клиентов. Руководство акцентирует внимание на росте выручки, а отдел безопасности требует пересмотра архитектуры продукта и внедрения процесса безопасной разработки. Здесь продакт-менеджер выступает в роли связующего звена между компетенциями команды, используемыми технологиями и общими бизнес-целями. Его задача – предлагать решения, которые учитывают все стороны. Так, на встрече он может предложить внедрить функцию персональных рекомендаций, которая улучшит пользовательский опыт, даст возможность предлагать специальные акции и, как следствие, повысит выручку. А просьбу пересмотреть архитектуру и внедрить процесс безопасной разработки можно отложить на следующий год, если эта задача не критична, а направлена на развитие. После обеда продакт-менеджер находит время для общения с клиентами. Он связывается с пользователями, чтобы узнать, что им нравится, а что можно улучшить.
Например, если несколько клиентов отмечают, что им хотелось бы сохранять избранные блюда в приложении, это явный знак задать уточняющие вопросы. Как бы вы представляли себе такую функцию? Что именно вам нужно? Полученные данные потом передаются команде для реализации. Но, как известно, жизнь никогда не бывает предсказуемой. После обеда может произойти что-то требующее мгновенного реагирования. Допустим, отказывает стенд, а параллельно дизайнеры сообщают, что начальство считает интерфейс недостаточно продуманным, из-за чего заказчики не могут пользоваться сервисом. В такой ситуации продукт-менеджер переходит в режим экстренного реагирования, если это так можно назвать. Он связывается с инженерами, чтобы убедиться, что они поняли проблему и оперативно начинают работу над восстановлением стенда. Одновременно он обсуждает с дизайнерами, что именно не устраивает руководство, и помогает найти компромиссное решение. При этом в чатах он успокаивает клиента, сообщает, что команда уже работает над устранением проблемы и скоро все наладится. Таким образом, продукт-менеджер – настоящий дирижер, объединяющий разные аспекты компании, технических специалистов, представителей бизнеса и конечных пользователей. Он взмахом руки превращает идеи в конкретные задачи, которые команда затем превращает в востребованный продукт. Маленькое отступление для справки. Изначально идея менеджера по продукту возникла, когда компании поняли, что для успешного запуска продукта важно не просто его создать, а организовать весь процесс вокруг него. Раньше специалисты работали разрозненно. Один занимался разработкой, другой маркетингом, третий продажами. И у каждого были свои цели внутри компании, как в поговорке про лебедь, рак и щуку. Но со временем стало понятно, что нужно иметь кого-то, кто будет держать руку на пульсе и будет объединять все элементы в единое целое. Так и появилась эта роль, своего рода дирижер, объединяющий разные команды для достижения общей цели. Итак, давай поговорим о компетенциях, необходимых продакт-менеджеру. Начнем с hard skills. Во-первых, тебе нужны аналитические навыки и умения работать с метриками. Когда в онлайн-магазине внезапно падает конверсия, не стоит бежать и спешно вносить правки. Сначала собери данные из Google анализа или Яндекс метрики, Excel или BI систем. Внимательно проанализируй тренды и только потом предложи понятное решение команде и бизнесу. Так ты сможешь аргументированно объяснить, почему именно эти изменения помогут вернуться к прежним показателям или даже превзойти их. Вторая важная вещь – понимание принципов работы программных продуктов и процессов разработки. Конечно, ты не обязан писать код, но тебе нужно ориентироваться и понимать, как устроены системы, чтобы грамотно общаться с технической командой, планировать реалистичные релизы и защищать свои решения перед руководством или заказчиками. Когда кто-то начинает сыпать сложными терминами, ты должен уметь говорить на одном языке и четко понимать, что к чему. Третий навык – это планирование и управление проектами. Чаще всего это делается через Jira, Trello, Confluence или Notion, а где-то и простой Excel используется. Важно уметь декомпозировать планы продукта от верхнеуровневого роудмапа до конкретных задач, назначенных членам команды. Представь, что вы работаете над обновлением мобильного приложения, а тестировщики находят критический баг прямо перед релизом. Твоя задача – оперативно пересмотреть приоритеты, договориться с разработчиками о срочном исправлении и согласовать перенос сроков с бизнесом, если без этого не обойтись. И четвертый пункт – управление бюджетом и ресурсами. Здесь тебе нужно грамотно распределять деньги и время, чтобы продукт выстрелил. Если бюджет ограничен, а реклама нужна, лучше сосредоточиться на самом эффективном канале, чем распыляться везде понемногу. То же самое и с техническими решениями. Выбирать, например, между покупкой собственных серверов или арендой облака. Важно постоянно держать в уме экономику продукта и уметь делать взвешенные шаги. Теперь давай перейдем к так называемым софт-скиллам. Во-первых, тебе нужно уметь ясно, четко и доступно объяснять свои идеи людям с разным уровнем подготовки. Постарайся не перегружать коллег терминами, если они их не понимают, и учись не давить на собеседника, а договариваться и разъяснять логику своих решений. Во-вторых, развивай эмпатию и смотри на продукт глазами пользователя или заказчика. Пойми, какие эмоции они испытывают, с какими сложностями сталкиваются.
Твоя задача услышать проблему и предложить разумное решение, которое делает жизнь пользователей проще и приятнее. В-третьих, будь готов мотивировать и вдохновлять свою команду, особенно в непростые моменты. Любой продукт создают люди со своими характерами и взглядами. Тебе нужно их сплотить, чтобы каждый чувствовал себя частью сильной и первоклассной команды. Порой стоит не только поддержать, но и мягко подтолкнуть к нужному решению или помочь преодолеть страхи. Представь, что сроки на носу, а один из разработчиков застрял на критичном баге. Вместо жесткой критики лучше уделить внимание и несколько минут на разговор. Поделись опытом, предложи пути решения, подбодри. Это может показаться мелочью, но способно вернуть человеку уверенность и включить его в работу с новым энтузиазмом. Не забывай показывать личный пример. Если ты сам готов брать ответственность и тащить команду, остальные тоже подтянутся. Наконец, тебе важна гибкость, спокойствие и трезвость ума. Все это помогает оперативно реагировать на форс-мажоры. Представь, что посреди дня случается сбой, и люди не могут войти в систему. Мир словно горит, пользователи недовольны. Ты не должен транслировать панику в команду, но при этом обязан успокоить заказчиков и быстро отреагировать на починку. Важно расставить приоритеты. Возможно, сначала внедрить временное решение, чтобы пользователи могли вернуться, а уже потом попытаться сделать основательную систему. Такой подход показывает, что ты держишь все в уме и умеешь сохранять ясную голову даже в стрессовых ситуациях. Давайте теперь поговорим о карьере. Представьте, что все начинается со студенческих лет. Вы поступаете в вуз, учите основы математики, маркетинга, экономики или айтишку. Осваиваете базовые навыки работы с данными, или, скажем так, должны это делать. И после окончания университета вы не стартуете сразу с продукта. Обычно вы начинаете позиции с пресейл инженера или просто инженера, программиста, может, даже дизайнера или специалиста по маркетингу. В роли младшего сотрудника вы на практике учитесь понимать технологическую сторону продукта и взаимодействовать с клиентами. Вы вливаетесь в рабочий ритм, понимаете, что от вас хотят. Затем, накопив опыт и знания, вы постепенно переходите к роли младшего продакт-менеджера, где уже занимаетесь самим продуктом. Вот с этого мы и будем начинать с вами разбирать путь с конкретными примерами. На стартовом этапе в роли младшего продакт-менеджера ваша основная задача – поддерживать опытных коллег. Вы занимаетесь сбором данных, проводите исследования рынка, участвуете в реализации небольших проектов. Например, при проведении АБ-тестирования, назначенного более старшим продакт-менеджером или директором по продукту, вы анализируете данные и составляете отчеты, которые помогают определить, какой вариант лучше удерживает пользователей. Или другой пример. Вы составляете список вопросов для опроса, или даже на поздних этапах лично идете спрашивать у клиента, что ему нравится и зачем он покупает ваш продукт. Постепенно, через 1 или 2 года, когда уверенность и навыки растут, вы переходите на уровень продакт-менеджера, не знаю, как назвать правильно, стандартного или обычного. Теперь вы уже самостоятельно ведете отдельные продукты, разрабатываете концепции, ставите приоритеты и можете координировать работу между командами разработки, дизайна и маркетинга. Это уже стандартная должность, где от вас требует выполнения типичных задач, вроде разработки roadmap, управления командой, фичами и прочей стандартной работы. Накопив достаточный опыт, следующая ступень – это переход на старшего продакт-менеджера. Здесь зона ответственности резко расширяется. Вы начинаете формировать долгосрочное видение продукта на 5, на 10 лет вперед. Вы начинаете активно взаимодействовать с топ-менеджментом. Если на предыдущем этапе вы отвечали за менее значимые продукты, то тут вам могут доверить основной продукт в компании. Вы можете запускать новый функционал без лишних согласований, оптимизировать внутренние процессы. Например, если планируется масштабное обновление продукта, этот этап требует уже стратегического мышления, умения видеть общую картину и, конечно же, общаться, много общаться. Обычно его освоение занимает от 3 до 5 лет работы. И, наконец, директор по продукту.
На этом стратегическом этапе с еще большим опытом, примерно 5-8 лет активной работы, вы уже управляете целым портфелем продуктов и определяете общую стратегию компании. Здесь вы не только развиваете отдельные продукты, но и строите систему управления между ними, стандартизируете бизнес-процессы и формируете корпоративную культуру. Вы становитесь связующим звеном между топ-менеджментом и командами разработки, дизайна, маркетинга. Например, если вы инициируете масштабное обновление продукта, вы собираете ключевых специалистов, проводите стратегические сессии, оцениваете риски и распределяете бюджет так, чтобы каждая команда работала в одном ритме. Ваше решение влияет не только на текущий продукт, но и на всю организационную структуру компании. Здесь требуются глубокие профессиональные знания, понимание того бизнеса, в котором вы работаете, и способность вдохновлять не одну, а несколько команд. Если обобщать, то путь от младшего продакт-менеджера до директора по продукту выглядит так. На старте примерно 1-2 года в позиции младшего продакт-менеджера, затем 2-4 в позиции обычного продакт-менеджера, 3-5 старший продакт и, наконец, 5-8 лет необходимо для достижения уже стратегических позиций, типа директора по продукту. То есть в среднем директор по продукту — это обычный человек, которому, возможно, около 40 лет, и который обладает большим опытом, чем все остальные вместе взяты. Так, ну что, дорогой айтишник, подытожим. Может возникнуть вопрос, сложно ли работать продуктом? Конечно. Работа продакт-менеджера требует постоянного анализа, принятия стратегических решений и умения находить баланс между интересами пользователей, командой и бизнеса. Но с другой стороны, этот вызов делает профессию невероятно динамичной и увлекательной. Ты сам постоянно развиваешься, учишься, на практике встречаешься с новыми задачами, которые подстегивают твой рост и помогают стать экспертом в области. Мы разобрались, за что отвечает этот человек, почему учиться, чтобы стать продуктом, нужно много, насколько это сложно. В итоге, если ты готов к вызовам и хочешь влиять на развитие продукта, эта профессия точно для тебя. И на этой ноте я вам хочу пожелать спокойного и хорошего настроения, чтобы у вас все удавалось, чтобы вы много учились и, конечно же, достигали успеха. Всем хорошо. Пока-пока.